Ну что, штампы, пока-пока. Это был веселый аттракцион. Была какая-то в этом, да, магия. Вот эти вот штампики все, у меня их много. У меня 3 рабочих визы, даже 4, 2 литовских, одна чешская, да, и польская. Это первая, тут много, да, у меня штампов. Выезд, заезд, то есть 2 раза ездили на Гран-Канарию, потом в Египет уже, то есть у меня здесь очень много штампов, и это было прикольно, да, то есть ты въезжал, уезжал, вот, например, египетская виза. Но я не к этому, я просто вспомнил, что теперь при въезде в Евросоюз, да, и выезде не будет штампов, потому что с 10 ноября Евросоюз меняет правила пересечения границ. Он вводит новую систему, которая будет называться Entry-Exit System. С 10 ноября все это начнет работать. Как говорю я, как я считаю, большой брат за вами следит. И это так, теперь все будут знать. Это, конечно, все подается к соусам тем, что меньше будет поддельных документов, там будет следить за миграцией и так далее. Но по факту теперь нажал и увидел, кто куда улетел, прилетел. Кто-то уже не может теперь как-то манипулировать, обманывать. И сразу видно в компьютере, потому что это IT-система, вот, автоматизированная система, как вы видели, да, когда там, вот я говорю, по Ирландии ты прилетаешь, и граждане, да, просто проходят через турникет, просто пикает свой паспорт и проходит, а нам приходится идти куда, правильно, к паспортному контролю, куда-то прекрасной буточки, где сидит офицер, да, он проверяет тебя, заставляет тебя снять очечки, смотреть ровно, спрашивает у тебя пару вопросиков, и после этого только тебя пускает. То есть минут 10 может тебя и помусолить. Теперь этого не будет. Ну, то есть будет это возможно, как я понимаю, в первый раз, если вы будете сейчас приезжать, будут брать отпечатки, фотографировать. Давайте сейчас мы все это рассмотрим поподробнее и поймем, хорошо это, либо плохо. И выпишите свое мнение, нравится вам это новое нововведение, либо нет. Перед тем, как продолжить, попрошу каждого, подпишитесь на канал, потому что огромное количество зрителей смотрит канал, да, и видео без подписки. Это одна секундочка. Подписаться, колокольчик, по возможности лайк, комментарий. И поделитесь видео, если вы считаете, что это будет кому-то полезно. А также хочу посоветовать вам всем прекрасный сервис по переводу денег с одной карты на другую. То есть с карты Европейского банка на карту Украинского банка. Это Paysend, ребята. Вверху будет ссылочка для регистрации, внизу будет ссылочка для регистрации. А также будет видео с кратким, да, уроком, как переводить с помощью этого сервиса деньги. Если вы регистрируетесь по моей ссылке, то от 1 до 5 переводов для вас будет бесплатно. Плюс при первом переводе, удачном, да, вам пришлют промокод со скидкой. То есть вы, регистрируясь в этом сервисе по моей ссылке, ничего не теряете. Это сервис работает моментально, от 1 до 3 минут перевод уже у вас на карте, либо у вашего родственника, друга, либо вы фрилансер, да, работаете в интернете. Это очень хороший сервис, чтобы перегонять деньги с одной карты на другую. Переводите деньги с умом. Система въезда-выезда – это автоматизированная IT-система, которая будет регистрировать иностранных путешественников, которые въезжают на территорию Евросоюза для краткосрочного пребывания, независимо от того, имеет он право на безвизовый въезд или нет. Система заменит нынешний ручной штамп в паспорте и будет регистрировать имя путешественника, тип проездного документа, биометрические данные, отпечатки пальцев и изображение лица, а также дату и место въезда и выезда из Евросоюза. Это всех касается, не только украинцев, а в общем всех граждан, которые не являются гражданами Евросоюза, то есть все остальные страны, да, которые не входят в Евросоюз. Это вас тоже касается, и для вас эта информация тоже будет полезна, чтобы вы знали, да. Вы при въезде с 10 ноября, вы въезжаете в Евросоюз. Если вы въезжаете впервые, неважно, даже если не впервые, то все равно у вас возьмут обратно же биометрические данные, да, и вас фотографируют. То есть обновят базу, и после этого вы сможете, да, по вот этому вот биометрическому паспорту, видите этот значок, значит, что это биометрия, да. То есть вы потом будете, как я понимаю, просто прикладывать его, то есть свой паспорт прикладывать, либо проводить, да, через что-то, то есть через терминалы вот эти, будет калитка открываться, и вы будете проходить. То есть теперь к будке вам вот этой, да, где сидит такой дядя,
серьезный таможенник, офицер, не нужно. Теперь система такова: проходите контролу в аэропорту, ну я говорю за аэропорт, да, проверяет ваш багаж, едете дальше и проходите уже теперь не будку, да, а просто проводите свой паспорт, либо там притрагиваетесь, сканируете, это я точно не знаю, какие там будут сканеры, либо я видел, кто-то где-то проводят, где-то просто дотрагиваются, да, вот так вот прилаживают к такому стеклышку, да, как к терминалу, и вас дверь открывается, да, калиточка, оп, приоткрылась, ты зашел. Тут уже я не знаю этих нюансов, я иду к тому, что и ваши данные будут в системе находиться 3 года. То есть 3 года вам не нужно обновлять. Вы раз это сделали, все, 3 года вы катаетесь, заезжаете, выезжаете, все, не нужно. То есть, видно, будут там, конечно, сотрудники стоять, потому что если вдруг какая-то проблема, вдруг вы проводите, да, свой паспорт, он не проходит, ясно дело, вы идете, консультанты и таможники все, конечно же, останутся. Просто немножко, возможно, этих самих буточек станет меньше, да, которые раньше было, их там было по 5, по 6, может их уберут и наоборот сделают, да, вот эти вот такие вот самооткрывающиеся двери, их больше будет, что люди будут пикаться, потому что я видел, да, когда мы прилетаем, мы идем на таможенный, да, вот этот контроль к этим прекрасным офицерам, а все остальные просто идут, пикаются, паспортом проводят и проходят спокойно, двери открываются, шлагбаум открывается, и они пошли себе. Кроме регистрации въезда и выезда путешествующего, система также будет фиксировать отказы во въезде. То есть отказы, видите, почему я сказал вначале, большой брат следит за вами, потому что теперь все действия будут регламентированы в онлайне, то есть это IT-система, все будет сразу подтягиваться, сколько раз приехал, выехал, когда и что, да, вот, например, я говорю на примере Ирландии, многие сидят на выплатах, да, и пытаются обманывать систему, сейчас уже, конечно, этого не получается, ну а раньше, когда на карту были выплаты, они катались, да, никто ничего не знал, потом начали уже приходить паспорта, прям фотографировать, проверять, был ли человек в Ирландии, да, когда получал выплаты, либо он уезжал. Многие уезжали там в Испании, отдыхали, грели свои косточки, да, при этом им на карту залетала неплохая такая, да, сумма выплат, там 235 евро, например, на человечках. Пупух, лобысь, карта пополнила. Все, можно еще гулять, отдыхать, все нормально, все хорошо. Через 2 недельки приехал, все, никто тебя ничего не спрашивал. Сейчас, конечно, с этим жестче, но все равно есть люди, которые до сих пор катаются без каких-либо разрешений, то есть, я имею в виду, никто никого не закрывает в клетке, но по факту, там, если ты живешь уже в бесплатном жилье, да, от государства ты не имеешь права. Если ты получаешь выплаты и куда-то уезжаешь, то ты должен оформить официальный, да, отпуск, который дается тому же джобсикеру, да, сколько там, 2 или 3 недели в год ты можешь оформить, спокойно заполнить application, заявление, и тебе его одобрят 100%, и спокойно себе езжай со спокойной душой, потом приезжаешь и получаешь просто сразу за 2 или за 3 недели выплаты, никаких вопросов. Но многие хитро выебанные люди думают, что они хотят обмануть систему, и они самые умные. Вот эта система теперь легко, да, все это решает. Человек просто теперь, видно, будет какой-то у них, да, договоренность, например, с Энтрео по-любому там, она оп, запрос пришел, так, человечек выезжал столько-то туда-туда, приехал тогда-то, тогда-то. Все видно моментально, понимаете, не нужно брать паспорт, там что-то листать, фотографировать, все, теперь въезд и выезд из Евросоюза будет полностью мониториться, ни один человек, как говорится, не спрячется. В следующий момент делается для подделки документов, чтобы, да, фиксировалось, есть такой-то человек, у него есть такой-то номер. Опа, в базе потянулось еще, в честь чего, как это, что у него, 2 паспорта, он уехал только что там, не знаю, в Испанию, а другой там, я не знаю, в Египет, да, там, на рейс сел, либо в Америку. Как это? Что это за дела? Оп, начинается выяснение. То есть в прямом смысле это еще будет, да, сокращать подделку документов. Но тем самым же это слежка за вами, это ваши биометрические данные, и это все собирается, все копится. Я так понимаю, потом через 3 года вам нужно будет обновить эти данные, да, обратно сдать отпечатки и фотографию вашего лица. Обратно же, для чего фотография, вы сами понимаете, сейчас искусственный интеллект, да, и по фотографии, по вашему лицу, что делается? Правильно, вас могут найти, потому что все по камерам уже давно отслеживается. Если нужно найти вас, поверьте, вас начнут вести от аэропорта, потом вы сядете
садитесь в самолет, например, летите в тот, ну, место, да, например, там приземление, то есть пункт назначения, вы выходите, и дальше вас камеры все снимают, и вас ведут уже просто куда надо, вас найдут. То есть в прямом смысле не спрячься ты от этого большого брата, и это все делается в первую очередь, конечно, для этого. Все говорится для спрощения, для там, чтобы террористов не было, было меньше там, всех вот этих там разных аферистов, я же говорю, подделка документов. Ну, в общем и целом, получается, что за вами просто следят. Это лично мое мнение. Ясно дело, это легче. Тебе не нужно подходить, ты пикнулся, и в течение трех лет ты можешь выезжать, заезжать, никто тебя не трогает, не дергает. Да, я просто к тому, что все равно, видите, мир приходит к тому, что нас больше контролируют, нас хотят, все хотят о человеке знать. Куда уехал, куда поехал, чем занимается в интернете, а сколько денег на счету, а там, а криптовалюта сколько у него, и там, и то нужно проверить, и то зарегистрировать. Все больше и больше под колпачком, понимаете, это все равно это лично я вижу так, а как вы видите лично вы, хорошо, плохо, либо вы склоняетесь к моей системе, что это система для того, чтобы людей еще больше контролировать. После запуска ИИС все иностранцы должны будут зарегистрироваться в системе. Данные путешественника будут храниться в безопасной базе данных в течение 3 лет. Это значит, что путешественникам не нужно будет проходить процесс регистрации каждый раз, когда они въезжают и выезжают из блока. То есть имеется из блока, из Евросоюза. Перевод, конечно, немножко мне непонятен, да? Зачем внедряют изменения, какие нововведения ожидать на границе? Смотрите инфографик. Инфографик на украинской мове, это специально создано для украинцев, да, был инфографик. Обратно же повторяя эти правила для всех остальных стран, которые тоже не входят в Евросоюз, то есть в том числе и Украины, да. Мы будем смотреть инфографику для украинцев, потому что я являюсь украинцем, и мне важно, что для меня изменится, да. То есть 10 ноября система Entry-Exit System, да, она автоматически будет фиксировать въезд и выезд из шенгенской зоны. То есть все, кто входит в шенгенскую зону, Евросоюз, в том числе и Ирландия, тоже будет в этой базе, ну, этой системой пользоваться, хотя она не входит, да, в Евросоюз. Следующий момент, следующий дальше, что нас ждет, да, это то, что, видите, система теперь будет собирать данные, и они будут храниться 3 года. Штампов в техпаспорте не будет. Я уже это говорил, просто показываю, да, такой прикольный инфографик создали, хочу его показать. Регистрация будет проходить автоматически через терминалы самообслуживания. Ну, как я говорил, через терминалы будут какие-то там, я видел, турникеты вот так вот проводят боком, да, либо как терминал такой, как мини, да, такой экран, и к нему пикается, как билетик, знаете, при входе, типа такого. Но я так понимаю, обратно же система может быть в разных аэропортах, все может быть чуть по-другому. Чего нам ждать, да? То есть при первом въезде, как я говорил, вам нужно будет сдать пальцы, отпечатки пальцев и фото. Все будет происходить всего лишь за 40 секунд. То есть все быстро сделал, ну не знаю, я когда сдавал отпечатки пальцев, блин, ну долго это было, точно не 40 секунд, значит у них какая-то там новая система, может, ну по факту биометрия, да, тут уже есть и фотография, и мои биометрические данные. По факту, я так понял, я подхожу, провожу, наверное, как-то, ну, свой паспорт, я так думаю, и они проверяют, соответствуют мои пальчики, да, и моя фотография тому сразу, наверное. Вот почему так быстро все происходит, как я думаю. То есть, если вы откажетесь от сдачи биометрии, да, и чтобы вас фотографировали, вам откажут во въезде. То есть, все это обязательно, то есть, это принудительно, это не добровольно. Ты обязан это сдать, это сделать. При каждом въезде и выезде нужно будет, да, обратно же, сканировать свой паспорт. Ничего нового, все мы это уже знаем. И что у нас тут последнее? Зачем, да, разработали вот эту систему Евросоюз? Зачем он вводит ее, да, в обиход с 10 ноября 2024 года? То есть упростить, чтобы люди, не было очередей меньше, чтобы спростить, да, люди могли границу переходить. То есть быстрее весь процесс этот будет регулироваться. То есть усиление безопасности. То есть все сразу будет контролироваться, как я говорю, фиксироваться, и сразу будет видно человек с каким паспортом,
все будет сразу анализироваться в онлайне, наверное, я так понимаю, потому что IT-система, как я понимаю, все вносится моментально и все там обрабатывается. Как я и говорил, это документы, которые, да, ну, делают мошенники, то есть это э, те документы, которые поддельные, то есть это обратно же фиксация за поддельными документами, за регулировкой этих документов в Евросоюзе, чтобы меньше людей въезжали, да, и выезжали. Как вы понимаете, в Евросоюз невозможно попасть без биометрического паспорта, неважно с какой страны. То есть, если ваша страна не входит в Евросоюз, вы обязаны сделать биометрический паспорт в своей стране. А это что значит? Это фотография, понятное дело, это тут же какой-то чип, как я понимаю, вмонтирован, да, мини, с тем, что ваша биометрия туда привязана, то есть ваши отпечатки пальцев вы сдаете. Так что вы въезжаете и все фиксируется. То есть все фиксируется на вас. Дополнительно, когда вы въезжаете, они еще раз берут отпечатки и фотографии, чтобы все всегда сходилось. Как я понимаю, ты пикаешься и потом соответствие берет с паспорта и то, что ты сфотографировался, когда первый раз въезжал. Почему 3 года, да? Потому что за 3 года человек сильно не изменится, да? Почему не говорят, что 10 лет? Потому что за 10 лет, даже за 5 человек может постареть и может реально измениться его лицо, мимика и так далее. И получается, вот 3 года, я так понимаю, наверное, каждые 3 года и будет вот это, ты будешь этим заниматься. И плюс нелегальная миграция. Как вы знаете, Евросоюз этим болен, он впустил очень много мигрантов, и теперь они пытаются как-то все это контролировать. Хорошо ли у них это получается? Плохо, хреново они работают, ребятки, вообще. Германия, мне кажется, вообще просто потонула в беженцах, и скоро этот пузырь, да, это озеро беженцев лопнет и рассечется по всему Евросоюзу максимально, и тогда будет всем худо, пока Германия еще тащит просто, тащит весь Евросоюз, эти мигранты у нее на шее просто, на спине уже сидят просто и катаются, я не знаю, я против таких движений, против того, чтобы всех пускать. Я против, потому что я вижу, что эти процессы очень сильно влияют на экономику, на жизнь, на свободы людей, потому что многие районы во многих странах стали небезопасны, потому что там, что правильно, там живут мигранты, там живут те, кто приехал и не хочет никак интегрироваться. Они сбиваются в кучи и живут там по своим правилам, по своим, да, этическим нормам и так далее. Им не важно, где они там, в Испании, в Германии, в Италии, либо во Франции. Нет, они либо в Ирландии. Они хотят жить, как им хочется. Они хотят жить на пособиях, ни черта не делать, плодить детей, все. Таких мигрантов, мне кажется, нужно просто выгонять. Нужно тех людей оставлять, которые дают какие-то блага стране, то есть работает на ее будущее, на ее благополучие. Таких, конечно, нужно оставать и мотивировать остаться. Каких-то специалистов хороших, которые тут работают, ну, приехали в Евросоюз, да, их нужно мотивировать остаться, чтобы они не уехали там куда-то дальше, либо к себе обратно домой. А вот таких вот желудей просто нужно пинком просто, неважно сколько там у них детей, хоть 25, и всем там, и все маленькие, пинком, и пусть едут там в свои эти бунгало, пусть там командуют и рассказывают, как нужно жить. Тут европейцы, мне кажется, они должны уже немножко взяться за это дело и немножко встряхнуться, и немножко ряды этих мигрантов, конечно, прорядить, потому что столько приехало непонятных людей, которые делают здесь непонятные вещи. И в Ирландии в том числе их уже очень-очень много. Напишите мнение насчет этого. Как думаете, поможет ли эта система ужесточить миграцию, ну и все остальное, да, которое здесь указано. Вот такая вот система, да, в Евросоюзе будет введена 10 ноября, да. Название у нее, давайте еще раз мы проговорим. Entry-Exit System. Вот такие вот новости. Думаю, видео было полезное. Всегда на связи.